Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня хочу вас познакомить с полноэкранной клавиатурой для наших смарт-часиков Samsung Galaxy. Вот такая вот полноразмерная клавиатура может быть на ваших часиках. Если вдруг вы захотите ее приобрести, стоит она 250 рублей, и вдруг она вам нужна, и вы это захотите, прежде чем это делать, посмотрите этот видос до конца и узнайте все ее настройки, как она работает и как ее даже включить. Для того, чтобы ее включить, когда вы ее уже скачали и установили, автоматом она не включается. Для того, чтобы включить, нужно перейти в настройки. Дальше мы идем, ищем пункт «Общие настройки». Вот он наш этот пунктик. Дальше нажимаем «Ввод». Потом, когда войдет дальше, уже клавиатура по умолчанию, и здесь будет по умолчанию стоять клавиатура Samsung, и мы же выбираем ту, которую скачали. Все, когда мы это с вами сделали, уже у нас будет срабатывать клавиатура именно эта, если мы будем входить, например, в приложение сообщений для того, чтобы написать SMS, к примеру. Вот, нажали голосовой ввод, здесь смайлики и всякая фигня встроенная, короче, другими словами, а вот ввод клавиатуры. Все, всплывает вот эта вот клавиатура. Она имеет вот такой вид изначально, но также имеет несколько настроечек. На ней, чтобы печатать, нужно, конечно же, привыкать. Не всегда с первого раза срабатывает нажатие. Не знаю, с чем это связано, потому что иногда она работает нормально, а иногда нет. Но, в принципе, когда привыкнешь к тому, как вводить, достаточно удобная вещь. Далее, смотрите, нажимаем с вами на циферки. Здесь появляется цифровое поле и с некоторыми значениями, которые стрелочкой, если мы нажимаем, будут переключаться и меняться. Как вы видите, да? Другие значения появляются. Здесь у нас, где мы нажали на смайлик, у нас появляются, пожалуйста, смайлики. И их здесь тоже достаточное количество. Каждый из вас может найти все, что там нужно. И еще что здесь у нас есть. И вот иконочка настроек, которая преобразовывает нашу клавиатуру. Если вы нажмете самый верхний режим, это изменение формата или размера клавиатуры. Как видите, появились вот, смотрите, слова. До этого прежде введенные, которые слова. Если мы сейчас отключим, обратите внимание, то этих слов нет. Так, выходим обратно, включили, зашли в настроечки и, пожалуйста, сначала включили. Здесь у нас появились вот вводимые слова. Далее, если мы с вами введем, у нас появится клавиатура вот такого вот формата. Как вы видите, да? Ну, тоже неплохой, в принципе, вариант. Далее, если мы вводим следующий, вот здесь, это уже отключается, но включается следующий, и у нас она становится шире, чем была. Все, теперь мне уже сложно попадать, допустим, моими пальцами уже здесь. Когда я отключаю это, она становится чуть меньше, и мне намного удобнее становится нажимать. Если я уберу еще и верхнее значение, то она становится еще меньше, что для меня, в принципе, более удобно. Здесь меняется цвет. Есть зеленый и есть красный фона, в принципе, клавиатурки. Как вы сейчас уже можете это увидеть. Зашли, поменяли на зеленый, и, пожалуйста, клавиатурочка у нас зеленая. Далее, в настройках у нас еще есть вот здесь шестеренка. Что она, значит, делает? Здесь включается альтернативный набор смайлов. Вернее, не набор, не альтернативный набор, а они по-другому будут сейчас смотреться здесь. Смотрите, если раньше они были вот так листались свайпом, то сейчас они здесь переключаются вот этой вот стрелочкой, и все какие есть. Это если вам вдруг захотелось поменять формат, в принципе. Так, если мы включаем эту настроечку, то вводимые буквы у нас будут выделяться, смотрите, красным цветом, как вы видите, да? Сейчас мы с вами, если это уберем, настроечку, то они уже так и выделяться, как вы видите, не будут вообще, в принципе. Далее, следующая настроечка. Обратите внимание, как расположено у нас сейчас удалить и ввод. То, когда мы включим с вами следующую настроечку, здесь вот последнюю, третью, то у нас изменится, видите, ввод стал внизу, а удаление стало вверху.
Другими словами, меняет просто местами. Ну, вот такая вот клавиатурка. Возможно, кому-то из вас она будет нужна. А вдруг захотите приобрести. Вам же, дорогие друзья, напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. И, естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.